Всем привет, дорогие друзья! Я продолжаю серию видео, как приготовить хлеб на закваске, а именно тортин. Во второй части я подробно покажу, как правильно замесить тесто, чтобы оно получилось мягким, эластичным и живым. Для приготовления теста мне понадобится вот такая опара получилась, она очень активная, сверху множество пузырьков, которые уже начинают потихонечку лопаться. Именно вот таким образом, когда опара подошла, она готова к работе. Тесто я буду сегодня замешивать в планетарном миксере. Я вливаю воду, я уже ее отмерила, но все равно поставила на весы чашу. Мне понадобится 335 мл воды. Тортин готовится на тесте с высокой гидратацией, то есть много воды. Если вы тортин еще никогда не готовили, тогда не добавляйте сразу всю воду. Добавьте, допустим, 320 мл воды, а потом, если надо, постепенно добавляйте. И также еще немного воды я потом буду добавлять, когда буду добавлять соль. Сейчас я буду делать такой так называемый процесс аутолиза, то есть я буду замешивать тесто без соли. Обнуляю весы и добавляю мою шикарную закваску. Мне понадобится ее 150 граммов. Получилось чуть больше. Посмотрите, какая шикарная закваска, как она плывет. Сейчас я миску снимаю с весов для того, чтобы перемешать закваску. Посмотрите, как она шикарно выглядит. Она абсолютно не тонет. Это говорит о том, что закваска очень хорошая. И моя опара очень хорошая. Перемешиваю. И вот посмотрите, у меня здесь еще осталось так достаточно много опары. Из нее я сделаю еще один рецепт. Я сделаю тесто на пиццу. И у меня остается еще немного опары, которую я поставлю в холодильник. И это у меня будет закваска для следующего хлеба. И таким образом у меня закваска каждый раз обновляется, когда я пеку хлеб. И муку я уже заранее отвесила, и поэтому сразу ее добавляю в чашу миксера. Я добавляю 50 граммов цельнозерновой муки. Я использую вот такую цельнозерновую муку. И теперь я просеиваю 150 граммов муки с высоким содержанием белка 12-14. Вот у меня 12-14% содержания белка. И также добавляю обычную пшеничную муку высшего сорта. Содержание белка 9,5-12. Эту муку я просеиваю. Устанавливаю чашу, ставлю насадку в крюк и вымешиваю тесто около 5 минут. Надо, чтобы вся мука смочилась водой. И сейчас я сразу объясню, для чего надо использовать для тортина муку с высоким содержанием белка. Она дает сильную клейковину, и это дает хлебу хорошую структуру и пористый мякиш. И здесь очень важно это именно для тортина, потому что мы используем много воды в рецепте. Если использовать слабую муку, меньше 11% белка, тесто будет жидким и будет плохо держать форму. И мякиш получится плотным и невкусным. Руки смачиваю водой и аккуратно снимаю тесто с крюка. Итак, посмотрите сейчас, какое получилось тесто. Оно такое достаточно вязкое. Я его подбираю со стенок чаши, немного округляю, закрываю сверху пленкой и оставляю тесто постоять примерно минут 40. А затем будем добавлять соль. Сейчас у нас идет процесс аутолиза, для того, чтобы в тесте лучше развилась клейковина. И для того, чтобы не забыть, когда я поставила тесто на аутолиз, когда идет процесс, я пишу время и когда я поставила тесто. У меня прошло примерно минут 40-45. Посмотрите, какое сейчас получается тесто. Руки я слегка смачиваю водой, иначе тесто очень липкое, оно прилипнет к рукам. Посмотрите, какое оно, как оно хорошо тянется сейчас. В нем прекрасно развилась клейковина. И теперь самое время в тесто добавить соль. Я всыпаю соль и добавляю немного воды. Здесь у меня примерно 15 мл воды. Я не рекомендую добавлять сразу всю воду. Добавьте немного и посмотрите, как поведет себя тесто. Если у вас получится слишком жидкое тесто, вы просто потом тортин не сможете собрать вместе. Поэтому добавляйте воду постепенно. Я даже не всю добавляю сейчас чуть-чуть. Руками немного вот таким образом вмешиваю соль и затем домешу
в миксере, чтобы соль хорошо растворилась. Посмотрите уже, как тесто великолепно себя ведет. Добавлю еще воду. Я добавлю всю воду, которую я отмерила. Обычно я вот так руками слегка подмешиваю, и тогда миксер легче с этим справляется. Сейчас вымешиваю тесто примерно минут 5, чтобы хорошо вмешалась соль. Как видите, сейчас тесто получается уже такое более жидкое, так как добавили еще дополнительно воду. Снимаю все с крюка. Я руки всегда смачиваю слегка водой, чтобы тесто не липло. Ну и, конечно, обычно тесто я оставляю вот в этой деже, в чаше миксера. Но сегодня я его специально переложу в миску, чтобы вам наглядно было видно, как проходит процесс брожения. Я взяла миску, совсем немного смазала ее растительным маслом и выкладываю сюда тесто. Также вам будет здесь легче увидеть, как правильно складывать тесто надо, растягивать. Немного его вот таким образом округляю и оставляю для брожения. Закрываю миску пленкой, у меня шапочка, как видите. И записываю для себя время, когда я полностью замесила тесто. Следующая часть выйдет уже совсем скоро, и в ней я покажу процесс брожения теста, как его правильно вытягивать и складывать. И очень важный момент, как правильно сделать формовку, чтобы хлеб потом хорошо раскрылся.